Привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Как обучать взрослых и обучаться взрослым? Чтобы разобраться в этом вопросе, воспользуемся помощью Константина Мальцева, эксперта в области обучения. Взрослые люди имеют ряд особенностей в обучении. Они относятся к обучению осознанно, им нужна самостоятельность, обучение должно решать важную проблему и помогать в достижении конкретной цели, взрослым нужно, чтобы знание было применимо, и у них есть жизненный опыт. Поэтому для мотивации обучаться взрослым нужно понимать, зачем они обучаются. Им нужно иметь возможность применить результаты обучения для улучшения своей деятельности. Взрослым нужно активно участвовать в процессе обучения. И обучение не должно угрожать их личности. Для взрослых обучающихся важно не потерять авторитет, оставаться компетентным в глазах окружающих, избежать традиционно понимаемой роли ученика. Помимо мотивации, важно учитывать и формы обучения, ведь от этого во многом зависит процент усвоения обучаемым взрослым новых знаний, умений и навыков. В конце 20 века в рамках исследований, проведенных в США, установили, что взрослые усваивают в лекционном формате порядка 5% от услышанного, при чтении усваивают около 10% от прочитанного. Использование видео и аудиоматериалов увеличивает процент усвоения до 20%, демонстрация обучающим 30%, участие в дискуссии 50%, практика 75%, обучение других 90%. Чем больше форм обучения вы задействуете, тем больше вероятность усвоения знаний и умений. Системное обучение взрослых начинается с их понимания необходимости развития. У каждого до обучения возможно наличие слепых зон. Это отсутствие понимания, что мы уже умеем, а что нет. Эта стадия называется неосознанная некомпетентность. После того, как взрослый узнает о навыке, которым он не владеет, он переходит на стадию осознанной некомпетентности. Осознанная компетентность. Обучаемый владеет умением, но его реализация требует концентрации. Неосознанная компетентность. Обучаемый может, не задумываясь, на автомате использовать умение. Как может руководитель повлиять на понимание необходимости развития подчиненных? Константин Мальцев рекомендует руководителям постоянно развивать себя и как руководителя, и как специалиста, и как личность, оценивать развитие сотрудников, подкреплять результаты обучения подчиненного, дозировать обучение сотрудников и обязательно расставлять приоритеты. В целом, продуктивный процесс обучения в компании, учитывающий все рекомендации Константина Мальцева, может выглядеть так. Определяем производственные задачи, которые стоят перед обучаемым, учитывая его готовность выполнять сложные задачи. Определяем список знаний и умений, необходимых для выполнения этих задач. Разрабатываем и подбираем активные формы обучения, которые позволят овладеть знаниями и умениями из определенного ранее списка. Составляем 2-3-часовые модули обучения, в рамках которых обучение смогут проводить непосредственные руководители. При этом важно сосредоточиться на роли помощника, организатора учебного процесса. Составляем индивидуальные планы регулярного развития сотрудников, учитывающие цели компании. Контролируем соблюдение процесса и результатов обучения, предоставляя и сотрудникам возможность контролировать степень достижения поставленных задач. Продумать ключевые показатели продуктивности, учитывающие уровень профессионального развития сотрудников. Задать стандарты работы и регулярно поощрять сотрудников, деятельность которых максимально соответствует стандартам. В книге «Ценный кадр. Как построить эффективную систему обучения в компании» читатель сможет найти еще больше рекомендаций. Например, как составить профиль умений сотрудника и как сделать обучение системным за счет его цикличности. Прочитайте книгу целиком. Получить скидку на покупку вы можете, пройдя по ссылке, указанной в первом комментарии к видео. Буду рад вашей обратной связи в комментариях. Что важно при проведении обучения и собственном обучении для вас? Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, ссылки на которые вы найдете в первом комментарии к видео. И до новых обзоров!